На Земле закат выглядит примерно одинаково. Оранжевый диск опускается за горизонт, небо краснеет, потом темнеет. Красиво, но предсказуемо. Во Вселенной закат может быть розовым на фоне бирюзового неба, фиолетовым на фоне черной дыры или вообще происходить одновременно с заходом второго Солнца. А на одной из планет в нашем списке небо выглядит так, будто ты стоишь на леднике, но температура на поверхности 750 градусов Цельсия. Сегодня 9 самых фантастических закатов во Вселенной. Поехали! Первый закат в нашем списке происходит на планете, которая вращается вокруг белого гиганта. Небо здесь не голубое и не оранжевое, а бирюзовое. Причина – атмосфера состоит в основном из углекислого газа, и он рассеивает свет звезды совсем иначе, чем азот и кислород на Земле. Когда звезда опускается к горизонту, бирюзовый цвет сменяется ярко-розовым. На Земле небо голубое, потому что молекулы азота лучше всего рассеивают короткие волны видимого света. Поменяй состав атмосферы, и цвет неба меняется вместе с ним. На Марсе, например, закат голубой, потому что мелкая пыль рассеивает свет в обратную сторону. Здесь углекислый газ сдвигает всю картину в бирюзовый. Один газ, и весь закат выглядит как с другой планеты, что, собственно, и есть. Эта планета вращается вокруг Бетельгейзе, одной из самых известных звезд в созвездии Ориона. Бетельгейзе — это красный сверхгигант, ее радиус примерно в 800 раз больше солнечного. Если поставить ее на место нашего Солнца, она поглотит все вплоть до орбиты Юпитера. Поверхность представляет собой бурлящее море раскаленной плазмы, которое постоянно расширяется и сжимается. Небо здесь залито глубоким красно-оранжевым светом, а сама звезда занимает огромную часть горизонта. Закат выглядит так, будто весь мир медленно погружается в расплавленное железо. Но самое интересное не в закате. Бетельгейзе находится на последних стадиях жизни. Она уже сожгла весь водород в ядре и перешла на более тяжелые элементы. А это значит, что в любой момент, может через 1000 лет, а может завтра, она взорвется как сверхновая. Взрыв будет настолько мощным, что на несколько недель Бетельгейзе станет видна с Земли даже днем, хотя находится от нас на расстоянии примерно 700 световых лет. Для нас это будет просто яркая точка в небе. Для этой планеты это конец. Запомни эту сцену, мы к ней еще вернемся. Следующий закат происходит рядом с Хольм-15А, одной из самых массивных черных дыр, известных науке. Ее масса составляет около 40 миллиардов солнечных масс, и она сидит в центре сверхгигантской эллиптической галактики в 787 миллионах световых лет от Земли. Но главная особенность этого заката не черная дыра, а небо вокруг нее. Планета расположена прямо в ядре галактики, и небо здесь забито звездами даже посреди дня. Не десятки и не сотни, а миллионы видимых звезд одновременно. Если на Земле ты видишь невооруженным глазом около 5000 звезд, то здесь их количество просто невозможно сосчитать. Солнце садится, а небо остается ярким. Темнее не становится. Темной ночи на этой планете не существует. На этой планете в небе два Солнца. Одно из них массивный красный гигант, второе более компактная бело-голубая звезда спектрального класса А. Белая звезда заходит первой, ее яркий свет растворяется в дымке у горизонта. После этого красный гигант остается один и медленно заливает небо темно-малиновым светом. Потом и он уходит за горизонт, и небо на короткий момент становится фиолетовым. Два солнца, два цвета, одна линия горизонта. Если ты видел Татуин и думал, что двойные закаты — это выдумка, то нет. Больше половины звезд в нашей галактике входят в двойные или тройные системы, а Кеплер-16b стала первой подтвержденной планетой вокруг двух звезд. Ее так и прозвали — Татуин. Двойные закаты — это не фантастика, а статистика. Закат рядом с черной дырой в галактике М87, она же Повехи, выглядит как сцена из фильма ужасов. Это первая черная дыра, которую человечество сфотографировало напрямую в 2019 году. Для этого потребовалось 8 радиотелескопов на 4 континентах, объединенных в один виртуальный телескоп размером с Землю. Данных собрали целых 5 петабайт, настолько много, что их было быстрее доставить на жестких дисках самолетом, чем передать через интернет. Масса Повехи составляет около 6,5 миллиардов солнечных масс, и она прячется в центре гигантской эллиптической галактики на расстоянии 55 миллионов световых лет от Земли. Небо на закате здесь фиолетовое, и этот цвет создает ощущение, что ты попал в потустороннее измерение. Аккреционный диск вокруг черной дыры раскален до миллиардов градусов Цельсия и светится так ярко, что затмевает любую звезду поблизости. Красиво? Безусловно. Безопасно? Абсолютно нет. А теперь представь закат, в котором главную роль играет не звезда, а объект массой 66 миллиардов солнечных масс. Это Тон-618, один из самых ярких квазаров во Вселенной. Его видно с расстояния почти в 11 миллиардов световых лет. Светимость этого квазара в 140 триллионов раз превышает солнечную.
Это значит, что он один светит ярче, чем целая галактика из сотен миллиардов звезд. Вещество вокруг него вращается со скоростью около 7000 км в секунду и раскаляется до невообразимых температур. Но вот что по-настоящему сносит голову. Даже с расстояния в 3 световых года этот объект занимает все небо целиком. 3 световых года — это примерно 70 тысяч расстояний от Земли до Плутона, и оттуда он все еще заполняет весь горизонт от края до края. Местная звезда садится на его фоне, и это выглядит как свечка перед прожектором стадиона. Закат здесь технически происходит, но его просто никто не замечает, потому что позади него стоит объект, который затмевает вообще все, что существует вокруг. Помнишь закат у Бетельгейзе? Вот что случится потом. Когда Бетельгейзе взорвется, она выбросит свои внешние слои в окружающее пространство с чудовищной скоростью в десятки тысяч километров в секунду. На месте гигантского красного диска, который еще недавно занимал полнеба, останется расширяющаяся туманность из раскаленного газа и пыли. Вместо одного сплошного диска на горизонте будут светящиеся нити и клочья разлетающегося вещества, подсвеченные изнутри остатками звездного ядра. Если планета каким-то чудом переживет взрыв, закат на ней изменится навсегда. Небо перестанет быть красным и станет многоцветным. Зеленым от ионизированного кислорода, синим от водорода, розовым от азота. В центре того, что раньше было Бетельгейзе, останется нейтронная звезда размером с небольшой город, но массой в 1,5 Солнца, вращающаяся десятки раз в секунду. Это больше не закат в привычном смысле. Это вид на руины звезды, которую ты видел живой 5 минут назад в этом видео. Внутри плотного звездного скопления понятие заката теряет смысл. Твоя звезда садится за горизонт, но небо не темнеет, потому что над головой еще тысячи других звезд. Атмосфера на этой планете настолько тонкая, что звезды остаются видимыми даже при свете дня. А далеко за пределами скопления слабо светится галактика, которой все это принадлежит. Это как смотреть на ночной город с крыши небоскреба. Отдельные огни сливаются в сплошное свечение. Только вместо фонарей тут термоядерные реакторы размером с Солнце, и их тысячи. Шаровые скопления могут содержать от нескольких сотен тысяч до миллионов звезд, упакованных в сферу всего в несколько десятков световых лет. Расстояние между соседними звездами в центре такого скопления в сотни раз меньше, чем от Солнца до ближайшей звезды. Здесь небо никогда не бывает темным. Последний закат в нашем списке происходит на планете внутри Малого Магелланова облака. С поверхности этой планеты открывается вид, который невозможно увидеть с Земли. Весь Млечный Путь целиком как яркая спиральная полоса через полнеба, и большое Магелланово облако рядом с ним. С Земли мы видим Млечный Путь только изнутри, как размытую белесую полосу. Отсюда он виден со стороны, со всеми спиральными рукавами и перемычкой. Звезда этой планеты относится к спектральному классу О, одному из самых горячих во Вселенной. Температура ее поверхности превышает 30 тысяч градусов, и ее свет окрашивает все вокруг в холодные голубые тона. Пейзаж выглядит так, будто ты стоишь посреди ледяной пустыни, и даже сам закат здесь холодный, синий, как на полюсе зимой. Но температура на поверхности этой планеты 750 градусов Цельсия. При такой температуре плавится свинец и цинк. Голубое небо тебя обмануло. Если хочешь узнать, что еще прячется в небесах других миров, подписывайся.